Это страна Кука, которой сейчас правит король, но у него нет ни наследного принца, ни королевы. У него есть только 15-летняя дочь, принцесса Йона. Поскольку страна маленькая, на нее часто нападают соседние государства, и войны неизбежны. Но вот уже 10 лет, как в стране царит мир. Принцесса Йона должна была присутствовать на коронации отца, но не захотела, потому что не нашла подходящего наряда. Церемония прошла без нее. Яна всегда переживала из-за своих волос. Хотя отец считал ее очень красивой, она не понимала, почему у нее такие кудрявые и ярко-рыжие волосы. Один из 5 генералов, Хак, пришел и посмеялся над ее волосами. Хак был уверен, что может дразнить принцессу, потому что они с Йоной были друзьями детства. Хак сообщил Йоне, что скоро приедет Сьювон. Услышав эту новость, принцесса убежала. Сьювон тоже был другом детства Йоны. Хотя он был на 3 года старше, они встретились спустя много лет, и он планировал остаться на неделю, чтобы отпраздновать день рождения Йоны. Затем Сьювон пошел поздороваться с королем. Йона немного расстроилась, потому что Сьювон все еще относился к ней как к ребенку. Раньше Йона часто грустила из-за смерти матери. Поэтому Сьювон решил стать для нее кем-то вроде матери, и Йона всегда считала его очень важным человеком в своей жизни. На следующий день Яна побежала искать Сувона и узнала, что он участвует в соревновании по стрельбе из лука. Она пошла посмотреть на соревнование и решила, что хочет научиться стрелять из лука у Сувона. Но король не хотел, чтобы его дочь прикасалась к оружию. Неожиданно Сувон пригласил Яну покататься на лошади, и она согласилась и побежала за ним. Ха помог Яне сесть на лошадь, и она заметила, что Сувон, похоже, привык быть нежным с женщинами, поэтому, должно быть, многие девушки обращали на него внимание. И правда, Сувон получал много предложений о женитьбе, но ни одно из них не принял. Яна не хотела показаться ребенком, поэтому похвасталась, что уже приняла предложение Ха-Ха. Ха был озадачен, не понимая, что происходит. Сувон поздравил их, и Йона задумалась, почему он поверил в эту ложь. Позже она поговорила с отцом и поняла, что он не одобряет ее отношения с Сувоном. Хотя Сувон действительно был талантлив и был сыном его старшего брата, предыдущего короля, а значит, в нем текла королевская кровь. Но король все равно не хотел, чтобы Сувон стал королем, женившись на Йоне. Он признался, что действительно был трусом. Но он не хотел, чтобы Яну постигла та же участь, что и ее мать, которую обидели злые люди. Йона в гневе убежала, и к ней вдруг подошел какой-то подозрительный человек. Она испугалась, что это тот, кто хочет причинить ей вред, как сказал ее отец, и убежала, но человек погнался за ней. Затем Йону нашел Сувон, и она рассказала ему, что случилось. Но Сувон никого не видел снаружи. Видя, что Яне не по себе, он хотел отвести ее в покое, думая, что они помолвлены, но Яна честно призналась, что испытывает чувства только к Сувану. Сувон старался держаться на расстоянии и признался, что ему трудно воспринимать Яну как взрослую девушку. Он понимал, что должен перестать видеть в ней ребенка, и в тот момент Йоне нужно было только это признание от Сувона. Она мало что знала о государственных делах и о том, что значит быть королем. Но она точно знала, что все еще любит Сувона. Через 5 дней у Йоны был день рождения. Сувон отвел Йону в сторону и подарил ей заколку для волос. Она подумала, что такая заколка ей не подходит, но Сувон сказал, что ему нравятся ее волосы, и она впервые почувствовала, что ей нравятся ее волосы. Затем их разговор прервали. Йон решила вернуться в свою комнату отдохнуть. Хак сообщил Сувану, что почувствовал, будто во дворец проник кто-то посторонний. Когда он узнал, что у Йоны тоже был подобный случай, он попросил Сувона присмотреть за ней, пока он усилит охрану дворца. Той ночью Яна хотела пойти к отцу и поговорить о Сувоне. Но когда она пришла, то поняла, что дверь в покое отца не заперта, а стражи нет. Войдя внутрь, она была потрясена, увидев, что Сувон убил ее отца. В это время Хак был на дежурстве и встретил Минсу, одного из личных стражников короля. Они немного поговорили о Йоне и Сувоне. Тем временем Яну уже собирались казнить, когда внезапно появился Хак и спас ее. Он хотел узнать, что происходит, и потребовал объяснений от Сувона. Если вернуться немного назад, Йона все еще не могла поверить, что Сувон убил ее отца. Но Сувон давно ждал этого момента. Солдаты, которые были на стороне Сувона,
знали, что мало кто в курсе происходящего, и им нужно было только следить за Хаком. Но Хак их заметил и потребовал объяснений. Когда враги обнажили мечи, Хак не стал задавать лишних вопросов. В этот момент Сувон объяснил Йоне, что ее отца всегда считали трусом, который боялся войны. Но из-за этого он стал добрым и великодушным королем. 10 лет назад предыдущий король, вместо того, чтобы передать трон своему старшему сыну, отцу Сувона, решил передать его отцу Йоны. Отец Сувона не хотел становиться королем и даже был готов сражаться на передовой, чтобы защитить своего младшего брата. Но именно отец Ионы убил отца Сувона. Поэтому Сувон с самого начала решил отомстить. У Сувона не было намерения причинить вред Йоне, ведь она редко бывала в покоях своего отца. Но тут появился человек по имени Кай, и поняв, что Сувон выполнил свою задачу, и что Яна все видела, хотел убить ее, чтобы заставить замолчать. Она опрокинула свечу, и комната загорелась. Солдатам и Каю пришлось тушить огонь. Воспользовавшись этим, она сбежала. Йона все еще не могла принять правду о Сувоне. Но ее быстро схватили снова. И только благодаря Хаку она смогла спастись. Изначально он не хотел быть третьим лишним между Сувоном и Йоной. Но увидев среди королевской стражи много незнакомых лиц, он заподозрил неладное и спросил Сувона о происходящем. Йона была очень рада, что он все еще рядом с ней. Потому что он получил приказ от короля защищать принцессу любой ценой. Затем он спросил, где король, и узнал, что Сувон убил его. В ярости Хак набросился на Сувона и потребовал объяснений. Он хотел знать, почему Сувон убил короля, который ненавидел войну, особенно учитывая, что Сувон никогда не хотел занять трон. Но Сувон считал, что этой стране не нужен слабый король. Кай знал, кто он такой и насколько он силен. Но поскольку Йона была взята в заложницы, он был вынужден бросить оружие. Затем Хака окружили, но внезапно прилетела стрела и помогла ему вырваться и сбежать вместе с Йоной. Затем они встретились с Минсу, который и выпустил стрелу. Хак доверил Йону Минсу и пошел вперед, чтобы расчистить путь. Они втроем нашли укрытие, но не смогли сбежать, потому что там было слишком много стражников. Минсу решил отвлечь их, чтобы помочь двоим другим сбежать. Поскольку Минсу не раскрыл свою преданность Яне, его бы не тронули, даже если бы его обнаружили. Затем Минсу надел плащ принцессы и выбежал наружу. Хак воспользовался тем, что стражники отвлеклись на Минсу и сбежал из крепости вместе с Йоной. Минсу не повезло, и его сразили лучники. Затем они вдвоем убежали в лес, и Сувон отправил солдат прочесать местность. Хотя он знал, что солдаты вряд ли что-нибудь найдут, потому что он знал лес лучше всех, он все равно должен был попытаться. Затем Хак позволил принцессе переночевать в лесу. На следующее утро горожане начали замечать перемены в стране. Но от солдат по-прежнему не было вестей. Тем временем Хак и Яна решили уйти. Хак верил, что пока Джона жив, они могут идти куда угодно. Йона тоже надеялась, что Хак всегда будет рядом с ней, и Хак обнял ее, чтобы ей стало легче. Им предстояло еще много встреч, они набирали талантливых людей, чтобы вернуть страну, и это история их путешествия. Через несколько дней в лесу Хак заметил, что Йона слабеет, потому что раньше никогда не сталкивалась с трудностями и болью. Много лет назад Хак был внуком генерала и привлек внимание короля, который предложил ему стать генералом в будущем. Но Хак отказался, потому что не хотел связываться с королевской семьей или знатью. Ему не нравились их интриги и то, как они тянули друг друга вниз. Кроме того, он не хотел быть рядом с Йоной. Потому что каждый раз, когда он оказывался рядом с ней, он терял самообладание. И как раз когда он пытался избегать ее, Йона спряталась за ним, потому что ее только что обидел некто по имени Тэджун, сын вождя огненного племени. В этот момент Хак понял, что Йона влюблена в Сувона, хотя и считала, что это чувство было односторонним, и не хотела никому об этом рассказывать. Хак тогда ушел и хотел, чтобы дедушка забрал его домой. Но дедушка еще не был готов это сделать, и Хак смог вернуться к Йоне. Она извинилась за то, что разозлила Хака из-за своей трусости, и дала ему немного фруктов, чтобы они снова подружились. Потом она ушла. Хак подслушал, как солдаты обсуждали, что король сейчас ограничивает свою власть.
Но потом он увидел, что Тиджун пристает к принцессе и даже заходит слишком далеко, поэтому Хак вмешался, чтобы защитить ее. Он притворился, что очень близок с Йоной, чтобы Тиджун отказался от своих намерений. Он решил стать телохранителем Ионы и рассказал, что он наследник племени Ветра. Потом пришел король, чтобы уладить это дело, и решил, что Хак будет хорошим защитником для Ионы. С этого момента Хак понял, что король вовсе не трус, потому что он был готов выхватить меч у Тиджуна, чтобы остановить его, и даже поранил себе руку. Хак вспомнил, как после смерти королевы король и Йона были в отчаянии. Но Йона хотела поддержать отца и старалась быть сильной. Сувон и Хак тоже хотели помочь Йоне справиться со стрессом, поэтому они играли с ней в снежки. Из-за того, что они бросали слишком много снежков, Йона заболела. Она очень хотела, чтобы отец навестил ее. Но королевский лекарь сказал, что он занят. Вскоре заболели и Хак, и Сувон. Поэтому к ним пришел дедушка Хака. Сувон хотела стать генералом, как дедушка Хака. Пока Хак рассказывал, что он был сиротой, которого приютил и вырастил его дед, к Сувон пришел ее отец. Это еще больше расстроило Яну, потому что король так и не пришел. Некоторые думали, что король боится заразиться и поэтому не навещает даже свою дочь. Но Ха сказал, что уважает короля, потому что даже личные дела он никогда не ставит выше государственных. Яна слушала Хака и больше не винила отца. Той ночью Яна снова проголодалась, и Сувон попросила кого-то принести ей еду, но каша оказалась невкусной. А потом вошел король и признался, что сам приготовил кашу, чтобы загладить свою вину за то, что не пришел раньше. Яна тогда съела всю тарелку, потому что это была еда, приготовленная ее отцом своими руками. Раньше Яна хотела, чтобы Хак и Сувон всегда были рядом с ней. Но теперь, когда она проснулась, ее встретила жестокая реальность. Небо, на которое они втроем смотрели вместе, больше не было. Хак понял, что Йона превратилась в ходячий труп. У нее не только ослабла физическая сила, но и иссякли душевные силы. Из-за этого Хак больше всех ненавидел Сувон за то, что она превратила Йону в такое. Он увидел заколку, которую Сувон подарила Йоне, и решил оставить ее себе. Той ночью Йона снова попыталась найти заколку, но он не достал ее. Яна тоже пыталась избавиться от чувств к Сувон, но это было невозможно. Она ненадолго вышла и наткнулась на ядовитую змею, поэтому Хэку пришлось пойти за ней, чтобы защитить ее и вывести из змеиного логова. Он вернул ей заколку, потому что, похоже, это было единственное, что придавало ей сил в тот момент. Затем они вдвоем продолжили путь через лес. Йона заметила, что Хэку укусила змея. Но он сказал, что такой маленький укус не причинит ему вреда. Йона не знала, куда им теперь идти, потому что даже если они доберутся до деревни, то могут наткнуться на солдат, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как отправиться в свой родной город. Когда они вернулись в племя Ветра, люди там удивились, что он вернулся. Они не знали о Йоне и думали, что она была девушкой, которую Хэк привел домой в качестве своей возлюбленной. Он попросил всех приготовить еду для Йоны и спросил, где его дед. Ему сказали, что дворец вызвал 5 бывших генералов на собрание. Тогда Хэк понял, что никто еще не знает о том, что произошло во дворце. В это время собрались 5 генералов, и вождь племени огня расспрашивал деда Хэка, потому что по всей стране ходили слухи, что Хэк убил короля и похитил принцессу. В этот момент Сувон вышел вперед и все еще не обвинял Хэка. Однако он не признался в убийстве короля. Сувон считал, что сейчас всем 5 племенам нужно объединиться, чтобы не дать врагам напасть на них. Вожди других племен согласились, чтобы следующим королем стал один из них и правил страной. Но дед Хака не высказал своего мнения, потому что считал, что он больше не генерал. Поэтому, если им нужно было его мнение, они должны были вызвать Хака и спросить у него. Кай предупредил, что если старик не выскажет своего мнения, его могут обвинить в измене. Раньше он относился к Сувон как к своему внуку, но теперь не стал бы ничего комментировать. Но Сувон объявил, что через 3 дня состоится церемония коронации, и он будет ждать Хака. В тот же день стало известно, что вождь огненного племени тоже тайно поддерживал Сувон в борьбе за трон. Оба они знали, что Хак не станет действовать опрометчиво, чтобы не навредить Йоне. Кроме того, огненное племя начало готовить свои войска для подавления племени Ветра, которым правил Хак.
В это время Джона пришла в себя и познакомилась с мальчиком по имени Ян, который был для Хака как младший брат. Ян спросил у Джоны, какие у нее отношения с Хаком, и она ответила, что считает его другом. Остальные мальчики пошутили, что она его отвергла, потому что Йона не видит в нем своего парня. Затем Хак рассказал Йоне, какую личность он для нее придумал. После ужина Йона вышла прогуляться и встретила пожилую женщину. Женщина слышала от Хака, что Джона была служанкой во дворце, которая не справлялась со своей работой и была уволена. Женщина пообещала научить Джону работать и поручила ей стирать. Позже Хак пришел помочь, и они оба обнаружили, что деревенский ручей пересох. Хак отправил людей вверх по течению, чтобы выяснить причину. А потом вернулся и его дед. Он был очень рад снова увидеть Йону. Человек по имени Хейн, который отправился вверх по течению на разведку, внезапно вернулся с несколькими ранениями. Он рассказал, что племя огня перекрыло воду выше по течению, чтобы она не поступала в деревню. Дед Ха запретил жителям деревни что-либо предпринимать, потому что знал, что племя огня оказывает на него давление, потому что он до сих пор не согласился отдать трон Хаку. Дед Ха уже решил, что не позволит Сувану взойти на трон, потому что, если бы Хак появился снова, его бы точно обвинили в убийстве короля. В это время Тиджун снова появился и выглядел очень расстроенным, считая, что если бы Хак не вмешался в прошлом, у него был бы шанс стать королем вместе с Йоной. Йона глубоко задумалась, когда Ян пришел позвать ее на ужин, но внезапно упала в обморок. Затем Пак и его дед рассказали Йоне, что Ян с детства был физически слаб и часто нуждался в лекарствах. Но в этот момент они услышали новость о нападении на торговый караван, а это означало, что у них не будет ни воды, ни лекарств. Все знали, что это была уловка племени огня. Однако он сказал, что знает врача и пойдет за лекарствами для Яна. Хак позволил Хейну уйти и приказал всем не провоцировать племя огня в это время, так как их военная мощь была слабее, а племя огня теперь пользовалось поддержкой королевской семьи, что означало, что они будут в невыгодном положении. Затем Хак встретился с Йоной наедине, и она спросила себя, что она может сделать в этой ситуации. Хак хотел, чтобы она продолжала жить здесь спокойно, и отправился к деду, чтобы обсудить это. Хак решил, что его дед должен одобрить коронацию Сувона и вернуть ему звание генерала. А сам Хак покинет племя, чтобы племя ветра больше не подвергалось нападениям. Хотя он знал, что это будет расценено как предательство, он был готов принять это решение. Он также хотел, чтобы его дед позволил Джонасу остаться здесь и жить обычной мирной жизнью, но дед отказался. Тогда Хак воспользовался своим положением вождя племени, чтобы отдать приказ. Той ночью Хак зашел в оружейную лавку, чтобы забрать кое-какие вещи и попрощаться с некоторыми знакомыми. Затем он вернулся с лекарствами и смог спасти Яна. Позже Йона снова встретилась со старухой и посетила торговый караван, который подвергся нападению. Она поняла, что втянула этих добрых людей в неприятности, поэтому она решила уехать отсюда. На следующий день Йона пошла искать Хака, но узнала, что он уже попрощался с Яном. Ян расплакался, и Йона подбежала к нему, чтобы узнать, что случилось. Она поблагодарила Яна за все, что он сделал за последние несколько дней. И Ян понял, что Яна тоже собирается уехать. Ян только что пообещал Хаку, что будет защищать Йону, но теперь Джона уже не было. В этот момент Хак снова встретился со своими подчиненными у ворот деревни и попрощался с ними перед отъездом. Он также попросил их позаботиться о Йоне вместо него. Но Джонах пришел за Хак и решил, что она пойдет с ним. Однако он отказался и посоветовал ей остаться здесь и жить спокойно. Но она решила уйти с Хак. Он сказал ей, что больше не является ее генералом, поэтому если она хочет, чтобы он защищал ее, ей придется заплатить за это. Поскольку ей нечего было предложить ему взамен, он использовал это как повод, чтобы заставить ее остаться в племени ветра. Дедушка Ха поднял лук, увидев, что Ха снова проявляет неуважение к Яне. В конце концов, дедушке Хака пришлось смириться с тем, что Яна уйдет с Хак. В это время Тэджун услышал, что кто-то узнал, где находятся Хак и Йона. Поэтому он отправился на их поиски. Тем временем Хак и Йона последовали совету его дедушки и искали священника, который когда-то был наставником предыдущего короля. Но из-за недовольства политикой короля он ушел от мира и изолировал себя от людей. Они добрались до пустынной горной местности. Хак предупредил, что здесь будет неудобно спать ночью.
Поэтому Йона решила, что будет спать рядом с Ха, чтобы согреться, но он предупредил, что не может гарантировать, что она будет спать спокойно. Затем он спрятал Йону, потому что услышал шаги нескольких врагов поблизости. Затем он столкнулся лицом к лицу с солдатами Тэджуна. Тэджун не ожидал встретить их здесь так скоро, но Хак сказал ему, что он больше не генерал, поэтому все, что он сделает, не повлияет на племя ветра. Тогда Хак отдал приказ атаковать, но легко отбивал каждого врага, который нападал на него. Когда лучники начали стрелять издалека, Хаку ничего не оставалось, кроме как схватить Йену и бежать, отбиваясь от стрел, летевших в них. Йена споткнулась, и Хак прикрыл ее собой, приняв стрелу на себя, а потом они вместе убежали. В тот день они ненадолго оторвались от преследователей, но Хак решил вернуться и сразиться. Он оставил Йену, чтобы она спряталась. Вскоре Хака окружили враги, а Яна поняла, что стрела, попавшая в Хака, была отравлена, и он скоро потеряет сознание. Она не хотела показываться, потому что боялась помешать Хаку, но потом решила, что должна помочь ему, потому что если она будет полагаться на Хака, то с таким же успехом могла бы остаться в племени ветра. Она выбежала, сбила с ног лучника и столкнулась с Тэджуном. Тэджун предложил вернуть ее и свергнуть Сувона, но она спросила, почему, если Тэджун уже знал о том, что сделал Сувон, он все равно решил поддержать его и притеснять племя ветра. Она сказала, что Тэджун лицемер и что она никогда не пойдет с ним. Тэджун был потрясен тем, что некогда слабая принцесса стала сильной. Волосы Йены теперь были похожи на языки пламени, обжигающие его. Хак отругал ее за то, что она снова выбежала. Он попытался подбежать к Йене, но яд быстро ухудшал его состояние. У него закружилась голова, и он упал, но продолжал отбиваться, пока его не ранили и не столкнули с обрыва. Хак упал, но сумел зацепиться за край. Йена бросилась спасать его, но Тэджун схватил ее за волосы. Йена взяла меч и отрезала свои волосы, чтобы освободиться и спасти Хака. Тэджун не позволил своим солдатам причинить Йоне вред. Поэтому они ничего не могли сделать, когда она с мечом в руках побежала вперед и спасла Хака, но не смогла его вытащить, и они оба упали с обрыва. Тэджун приказал своим солдатам искать их, но все они думали, что они не выжили после падения. Той ночью Тэджун вернулся к Сувану и отдал прядь волос Ионы, которую ему удалось сохранить. Тэджун рассказал Сувону все о Йоне и думал, что она действительно погибла. Кай хотел только схватить Йону и вернуть ее, но теперь, когда все так обернулось, Тэджун попросил Сувону наказать его за эту ошибку, но Сувон просто отвернулся и ушел. Тем временем в лесу незнакомец неожиданно нашел Хака и Йону. Кай объявил, что дедушка Хака и недавно назначенный генерал приехали на коронацию. Мы хотели пойти и встретиться с ними. Мы вспомнили, как раньше, когда он приходил к Йоне, Хак всегда ждал его. Мы всегда уважали Хака за его силу и даже хотели, чтобы он стал его личным охранником. Однажды Хак предложил Сувану жениться на Яне и стать королем. Но Сувон всегда сомневался. Он знал, что если однажды взойдет на трон, то больше не сможет быть рядом с Йоной и Хаком. Но он верил, что, отказавшись от всего этого, он стал тем, кем был сейчас. Во время коронации Сувон оглянулся на племена огня, которые все еще служили ему, но их взгляды были прикованы к трону. Племя земли служило только тем, кто был у власти. Племя воды были оппортунистами, ждущими своего шанса, а у племени ветра было много элитных воинов, которых лично обучал дед Ха. Поэтому он не мог предугадать, когда они снова восстанут. Но Сувану нужно было объединить все племена, чтобы бороться с внешними врагами. Дед Хака спросил Сувона, чем он пожертвовал, чтобы получить трон. Но Сувон ответил, что возродит королевство и вернет ему былую славу. Ему не нужны были боги, ему нужна была сила народа этой страны, и если кто-то встанет у него на пути, он найдет способ их усмирить. Дед Хака не мог понять, когда Сувон так изменился. Что касается Ионы, то она пришла в себя и встретила Юна, того, кто спас ее и Ха. Юн сказал, что Хаку серьезно досталось во время падения со скалы, и если бы помощь пришла позже, он мог бы умереть. Затем Йона встретила еще одного человека, Исо, который показался ей немного странным, и она не была уверена, стоит ли раскрывать ему свою личность. Но Исо уже знал, кто она такая. И, судя по словам Хёна, Иса был тем самым жрецом, о котором говорил дед Хака.
и сказал, что его роль — передавать людям слова богов. Но Юн считал, что именно из-за этих туманных божественных слов его выгнали из столицы. Йона хотела узнать больше об этом. И тогда Юн понял, что несмотря на то, что она жила во дворце, она ничего не знала. Йона заметила, что Хак начал шевелиться. Но Юн пришел проверить его и сказал, что у Хака жар и у них нет нужных лекарств, чтобы его вылечить, поэтому на это потребуется время. Юн сказал, что он не фармацевт, поэтому Яне не стоит возлагать на него большие надежды. Тем более, что она даже не поблагодарила Хака, который рисковал своей жизнью, чтобы защитить ее. Это была еще одна причина, почему Юн не любил аристократов. Но я сказал Йоне, чтобы она не волновалась, потому что бог смерти еще не пришел. Позже они вдвоем вышли прогуляться, и Яна спросила, почему он переехал сюда. Я сказал, что просто плыву по течению жизни и верю, что у всего есть своя цель. Той ночью Яна пошла поблагодарить Хака за спасение ее жизни и хотела узнать больше об их истории. Юн сказал, что он просто присматривал за этим неуклюжим священником. Раньше священники были настолько влиятельны, что даже король не мог им противостоять. Они считались посланниками богов, которые могли вмешиваться в управление страной, иногда даже развязывать войны и даже имели право свергнуть короля, если они прогневали богов. Но из-за этого священники были как бельмо на глазу у королевской семьи. Именно отец Сувона выгнал меня из дворца, опасаясь, что я нарушу правление предыдущего короля. Что касается того, почему Юн привела меня в такое уединенное место, то это потому, что я был слишком добрым. Я жил в бедных деревнях и постоянно помогал другим, часто в ущерб себе. Поэтому они вдвоем и оказались здесь. В ту ночь Джона вдруг обнаружила, что Хака нет дома. Она выбежала на улицу, чтобы найти его. Она звала его по имени в лесу, и он, наконец, вернулся. Он просто пошел за своим мечом. Джона расплакалась, потому что он не позвал ее с собой. Он получил столько ранений ради нее и сказал, что если бы он умер, то хотел бы знать, как сильно она будет плакать. Джона не хотела, чтобы Хак снова ее бросил, и когда он подошел ближе, они столкнулись лбами. Джона подумала, что он хочет проверить ее температуру. Она подставила ему лоб, и он подыграл ей, понимая, что у Джона еще мало опыта в любовных делах. Он извинился за то, что заставил ее подстричься, но она сказала, что никогда не дорожила своими волосами и не жалеет о том, что сделала. Но Хак заметил, что она все еще не выбросила ту заколку для волос. На следующий день Хак понял, что они остановились в доме священника. Позже Джона пошла на встречу с Иксу, и он спросил, хочет ли она услышать наставления богов. Дедушка Хака однажды сказал ей найти Иксу, чтобы узнать, каким путем ей следует идти. Но после всего, что случилось, единственное, чего она хотела, это жить спокойно с Хаком. Но я сказал ей, что она – буря, которая всколыхнет всю страну. Позже пришли Юн и Хак, и Икасу начал рассказывать легенду о том, что когда 4 дракона соберутся вместе, появится истинный король. Хак не особо верил в это, но историю все равно нужно было рассказать. Говорили, что король Алого Дракона, бог-дракон, который превратился в человека, стал первым королем, основавшим эту страну, но позже был предан людьми и свергнут. 4 дракона пришли, чтобы спасти короля Алого Дракона, и хотели уничтожить человечество. Однако король Алого Дракона попросил их пощадить людей. Поэтому 4 дракона создали 4 воинов, чтобы защищать короля Алого Дракона. У одного были когти, способные разорвать все на свете, у другого были глаза, способные видеть все насквозь, у третьего были ноги, способные взлететь до небес, а у 4-го было сильное, могучее тело. Позже эти 4 воина основали 4 племени и служили королю до самой его смерти. После этого 4 воина покинули свои племена и бесследно исчезли. Я был уверен, что жизнь Ионы в опасности. Поэтому ей нужно больше охраны, чем просто химические. Он не мог защитить ее в одиночку. Ей нужны были новые спутники, и это были бы 4 воина-дракона, возможно, легенды. Но люди, унаследовавшие их кровь, были реальны. Йоне нужно было найти их. Боги указали ей путь, и теперь она должна была пройти его сама. Я также верил, что Яна выжила после стольких бедствий благодаря своему божественному предназначению. Но когда Хак несет на себе всю тяжесть, никто ничего не говорит. В ту ночь Яна думала об этом и хотела выбросить заколку, но так и не смогла. Позже она снова встретила Ха. И он спросил, действительно ли она хочет идти по тому пути, который я ей показал.
Но Яна решила отправиться на поиски воинов-драконов и хотела, чтобы Хак научил ее пользоваться оружием, потому что больше не хотела быть для него обузой. Он согласился. Если это было то, чего она действительно хотела, то и Касуо пришел с просьбой к ним двоим. Он хотел, чтобы Юн отправился с ними в путешествие. Позже Юн шил Йоне новую одежду и даже согласился подстричь ее. Йона поняла, что Юн действительно был гением, потому что, казалось, он знал все. Юн не хотел хвастаться, но сказал, что может запомнить любую книгу, прочитав ее всего один раз, и что ему приходится так много учиться, чтобы заботиться об Касуо. Но Хён сказал, что не будет делать это бесплатно, и потребовал плату. Тогда Йона сказала ему отправить счет дедушке Ха. Хён понял, что дедушка Ха был легендарным героем, таким же, как отец Сувона. Но Йона знала его только как старика, который любил детей. Юн сказал, что хочет читать книги со всего мира. Но потом Йона пошла к Касуо и сказала ему, что не может взять Юна с собой, потому что Юн и Касуо были семьей, и она не могла разлучить их. Однако Юн подслушал это и позже пошел поговорить с Касуо об этом. Но Касуо сказал ему, что не хочет больше удерживать Юна здесь, что Юн должен увидеть мир. Кроме того, я был уверен, что Юн сможет прожить и без меня. Тогда он подумал, не сжечь ли ему медицинскую книгу, которую я когда-то принес. Но не смог заставить себя это сделать. Хак пришел пожарить рыбу. Юн спросил, почему он так старается защитить Йону, а о себе не думает. Хак ответил, что защищает того, кто ему дороже всего. Позже Юн пошел к водопаду и вспомнил, как много лет назад жил в деревне племени огня. Там было так бедно, что Юну приходилось воровать еду каждый день. Когда он увидел, что мимо проходит Ису, он напал на него, чтобы ограбить. Но, к сожалению, у Ису ничего не было, и он даже вел себя дружелюбно. Поэтому Юн разрешил ему переночевать у себя. Позже Хён даже обработал раны, которые сам же и нанес Ису. А потом Юн обработал рану Ису, которую сам же и нанес. Поэтому на следующее утро Ису дал Юну сладкий картофель, чтобы тот не голодал. Юн понял, что Ису обменял свой ботинок на этот картофель. И не мог не задуматься, почему он был так добр. Ису сказал, что в мире есть разные люди, и что он редко бывал в столице. Джун очень хотел поехать в столицу, чтобы начать новую жизнь и найти больше книг для чтения. Несмотря на тяжелую жизнь, Джун умел читать и всегда хотел узнать больше. Ису пообещал, что поможет Джуну исполнить его желание. Затем он представился и сказал, что его работа – помогать страждущим, как велят боги. Позже он научил Джуна делать соломенные сандалии, и Юн очень хотел научиться, чтобы не отставать. Но в конце концов я уехал, а Юн все ждал, когда я вернусь. За это время Юн научился делать соломенные сандалии и зарабатывал этим на жизнь. И однажды он снова встретил меня. Я сказал, что искал для Юна книги, но их все забрали. Я был разочарован в себе и собирался навестить Юна в последний раз, а потом уйти от мира и людей. Но Хён решил пойти со мной и позаботиться о нем. С тех пор они всегда были вместе. Позже я снова пришел к Юну и подарил ему пару соломенных сандалий, которые сам сделал. Хоть они и были ужасно уродливыми, Юн сделал себе такие же, чтобы заменить те, что были на мне. Я смог стоять на ногах, хоть и шатался, и Юн понял, что я смогу позаботиться о себе. Тогда Юн решил пойти с Йеной, если я этого хотел. Вскоре после этого они снова отправились в путь, и Хак спросил, что Юн несет в своем багаже. Юн показал это Хаку и попрощался со мной. Хён пообещал скоро вернуться, а я пообещал, что буду жить хорошо, даже если останусь один. Юн пошел вперед, показывая дорогу Хаку и Яне, а Хак, похоже, наконец смирился с тем, что Юн будет с ними. Тем временем Сувон только что разобрался с несколькими коррумпированными дворянами, и Кай их устранил. Из-за слабости отца Ионы появилось много жадных людей, и Суону нужно было их всех прогнать. Позже он увидел книгу о короле алых драконов и вспомнил кое-что из прошлого. Но он считал, что этой стране не нужен мифический король, чтобы возродиться. В то время группа Ионы все еще была в пути, им нужно было пересечь страну, чтобы добраться до границы империи, как посоветовал Аксу. Поскольку воины-драконы часто вели кочевой образ жизни, было трудно определить их точное местоположение. Но было одно племя, которое, как говорили, охраняло родословную воинов-драконов, и жило в уединении на горе недалеко от границы империи. Поэтому деревня была их первой целью.
Хак всегда волновался, когда кто-то проходил мимо Ионы, боялся, что ее узнают, но он понимал, что это маловероятно. Она также хотела, чтобы Хак не слишком беспокоился о ней. Особенно потому, что он еще не до конца выздоровел. Она хотела посмотреть, каков мир за пределами дворца. Затем группа остановилась в деревне, чтобы поесть и отдохнуть. Хак пошел купить припасы и сказал Юну и Яне, что если что-то случится, они должны бежать и встретиться у большого дерева. Затем он ушел и отправился в оружейную лавку, чтобы купить лук. Там был еще и нож, который подошел бы Йоне для самообороны. Но он не купил его, потому что считал, что сможет защитить ее сам. Тем временем Яна узнала, что он официально взошел на трон, и обрадовалась, что дед Хока и племя ветра все еще в безопасности. Затем владелец лавки спросил, не хочет ли Йона что-нибудь еще. Но она уже ушла. Юн заплатил за предыдущие покупки и пошел за ней, когда увидел, что она выглядит немного растерянной. Потом они вдвоем заметили впереди нескольких членов огненного племени и спрятались в углу, где случайно снова наткнулись на Хака. Услышав, что происходит, он решил, что им не стоит здесь задерживаться. По дороге они услышали, что в стране произошли изменения. С тех пор, как к власти пришел новый король. Во-первых, налоги стали меньше. Но больше всего их беспокоило то, что повсюду были солдаты огненного племени. Юн любил путешествовать по таким лесам, потому что не нужно было беспокоиться о том, что за ними следит королевский двор. Затем Йона попросила Хака снова научить ее фехтованию. Но он отказался и спросил, готова ли она ранить врага или хотя бы покалечить его, чтобы защитить себя. Но у Ионы не было таких намерений, она просто хотела научиться, чтобы в случае необходимости могла убежать. Поэтому Хак дал ей этот лук и сказал, чтобы во время сражения она держалась позади него и оказывала поддержку. Если бы они не были в пути, он бы заставлял ее стрелять по 200 стрел в день для тренировки. В то же время он хотел, чтобы она задумалась, почему ее отец никогда не разрешал ей прикасаться к оружию. Хак разрешил Йоне потренироваться, стреляя по птицам и кроликам. Но после часа тренировок она ни разу не попала. Тогда Хак показал ей, как это делается. Но когда она спросила, как он это делает, он не смог объяснить, потому что гении не понимают, каково это – быть бездарным. Хак думал, что Яна не умеет стрелять, но на самом деле она просто не могла натянуть тетиву из-за недостатка физической силы. Как только она преодолела эту проблему, она смогла научиться стрелять из лука самостоятельно. После этого Яна усердно тренировалась, чтобы стрелы летели как можно ровнее. Хак заметил, что Йона готова тренироваться даже ночью, лишь бы быстрее научиться. И действительно, ее техника стрельбы улучшилась, хотя руки у нее были в ссадинах от того, что она слишком сильно натягивала тетиву. Юн тоже немного разбирался в стрельбе из лука, но не пользовался этим, потому что считал, что это не стоит того, чтобы человек, у которого нет решимости, владел оружием. Когда человек берет в руки оружие, он должен быть готов отнять чью-то жизнь. Если у тебя нет решимости или ты колеблешься, цена будет высока. Хак остался жив только потому, что никогда не проявлял милосердия к своим врагам. На следующий день группа продолжила свой путь. И вдруг Яна остановилась на обочине, чтобы подстрелить дикого кабана. Она поняла, что, взяв в руки оружие, нужно быть готовой отнять что-то у другого. Она знала, что отец этого не одобрит. Но теперь ей нужно было это сделать, чтобы выжить. Она выстрелила в кабана, но промахнулась, и Хак велел Юну идти вперед. Он сказал, что Йоне все еще не хватает решимости убивать, она может стрелять по мишеням, но не по живым существам. Он хотел, чтобы она выстрелила в него, представляя, что он ее преследует. Он был уверен, что сможет увернуться от ее стрел, поэтому Яна выстрелила, но когда он велел ей представить, что это Сухэн, она попала ему в лицо. Хак понял, что ей все еще нужно немного поработать над собой, но, что еще важнее, он хотел, чтобы она не слишком беспокоилась о его защите, потому что защищать – это его работа, а не ее. Затем они вдвоем отправились на поиски Джуна. Внезапно Яна заметила, что багаж Юна остался лежать на земле, и тут же их окликнули невидимые голоса, приказывая им уйти. Но Хак взмахнул мечом, рассекая туман, и перед ними появились жители деревни. Они заметили рыжие волосы Ионы и спросили, кто она такая. Она сказала, что пришла сюда по наставлению священника и ищет 4 воинов-драконов. Тогда они рассказали, что их деревня – это деревня Белого Дракона, место, где живут потомки Белого Дракона. В это время Джона держали в клетке, и он надеялся, что Йону и Хака не схватили, как его. Но вскоре их тоже привели, хотя на самом деле они не были пленниками. Как только Йона заговорила, их отпустили, и Хак объяснил, что все внезапно изменили свое отношение, когда увидели рыжие волосы Йоны.
Старик извинился за то, что был груб с ее спутниками. Ха и Юн тоже заметили, что местные жители относятся к ее рыжим волосам с большим уважением. Они объяснили, что рыжие волосы Ионы напоминают волосы человека, которому когда-то служил первый белый дракон, поэтому они решили, что она может быть той, кого они ищут. Хак спросил, все ли в деревне потомки белого дракона, и они ответили, что нет, только один человек в деревне унаследовал силу, оставленную белым драконом. И этот человек появился. У него была одна рука намного больше, чем обычно. Все это время староста деревни заботился о нем. Но он не знал, что значит обладать этой силой, если хозяин, которому он должен был служить, так и не появился. Не было никакой гарантии, что хозяин белого дракона появится в ближайшее время, может быть даже через несколько поколений. Поэтому староста посоветовал белому дракону поскорее найти жену, чтобы продолжить род белого дракона. Но пока он не собирался этого делать. В этот момент белому дракону стало любопытно, что происходит в деревне, и узнав, что там чужаки, он решил, что это захватчики, которые пришли устроить беспорядки. Белый дракон появился, чтобы прогнать незваных гостей, а Йона взяла нож, который одолжила у Хака, чтобы набраться смелости и любыми способами привлечь внимание белого дракона. Но увидев, что она держит в руках оружие, белый дракон еще больше убедился, что она враг, и подошел к ней. Но когда показались рыжие волосы Ионы, белый дракон был ошеломлен. Кровь белого дракона пробудилась в нем, и он вспомнил слова отца о том, что белый дракон должен использовать свою силу, чтобы служить потомку Алого Короля Драконов. Белый дракон не знал, когда появится этот человек, но его отец верил, что когда придет время, белый дракон инстинктивно узнает его, и это станет началом его пути. Белый дракон пришел в себя и решил признать Йону своей хозяйкой, и все жители деревни поклонились ей. Юн заметил, что, похоже, из-за рыжих волос Ионы белый дракон принял ее за короля драконов и выбрал ее в качестве своей хозяйки. Но Юна считала себя не королевой, а всего лишь жалкой девушкой, которая пользуется силой 4 драконов. Но, несмотря ни на что, белый дракон решил служить ей, это доказывало его кровь. Затем белый дракон сообщил старейшине деревни, что немедленно отправляется в путь. Но старейшина настоял на том, чтобы сначала устроить прощальный банкет. Во время банкета Джун удивился, что белый дракон так легко согласился. Тем временем Хак решил навестить белого дракона, чтобы попросить у него немного припасов для предстоящего путешествия. Но вместо этого белый дракон дал ему мешочек с деньгами и сказал, что Хак больше не нужен, и он может возвращаться домой. Но Хак возразил, что избалованный дворянин вроде белого дракона не сможет защитить принцессу. Затем они пришли на встречу с Йоной в плохом настроении. Хак заявил, что белый дракон бесполезен и что им нужно найти кого-то другого. Юн спросил, что случилось, и узнал, что белый дракон дал Хакану деньги. Хак не согласился уйти сразу, но мешочек с деньгами все еще был у него. Белый дракон сказал, что Хак не был одним из воинов драконов, поэтому он не нужен. Но Йона сказала, что Хак ей нужен, и объяснила, как он важен для нее. Тогда белый дракон решил, что он настолько слаб, что им нужны воины-драконы, чтобы защитить принцессу. Но Хак возразил, что он не настолько слаб, чтобы нуждаться в помощи белой ящерицы. В ту ночь состоялся пир. Старейшина деревни, воспитавший 4 поколения белых драконов, наконец-то увидел, как белый дракон отправляется на свою миссию. На следующий день белый дракон вместе с группой Ионы покинул деревню, что удивило всех. Старейшина дал ему с собой припасы в дорогу. Хотя миссия их племени была выполнена, старейшина расстроилась, что больше не сможет будить белого дракона по утрам. Она знала, что стареет, но пообещала себе прожить достаточно долго, чтобы увидеть его возвращение. Затем группа продолжила свой путь, хотя у них не было никаких зацепок о местонахождении 3 других воинов-драконов. Однако белый дракон сказал, что чувствует их, даже если никогда не встречал. Затем Йона спросила, как зовут белого дракона, и он удивился, что снова использует имя, которое дали ему родители. Его звали Кая. Путешествие продолжалось, и Ха постоянно провоцировал и издевался над Коей, поэтому Йоне приходилось вмешиваться и останавливать их. Она попросила Ха не создавать проблем и сказала Кайо не обращать внимания на его поведение. Затем Юн спросил Каю, где находится ближайший дракон, которого он чувствует. Кая сосредоточился и указал направление.
Он хотел пойти вперед, чтобы проложить путь, но тут же провалился в яму, полную многоножек, что еще раз доказало, что он всего лишь избалованный аристократ, не привыкший к жизни вне дворца. Юн велел ему держаться позади группы. Когда Каю вытащили из ямы, они с Ха внезапно почувствовали, что вокруг них много врагов. Юн и Яна спрятались неподалеку, и Хак подумал, что это, возможно, были воины огненного племени, но оказалось, что это были просто бандиты. Поэтому ни Хак, ни Кая не стали сдерживаться. Бандиты все еще думали, что смогут одолеть их числом. Но Кая активировал свою драконью руку и бросился в атаку. Хак был удивлен силой Каи, но он не хотел, чтобы его считали слабаком, поэтому тоже показал свою силу. Кая уже собирался ударить Хака за то, что тот снова назвал его змеей. Хотя они открыто недолюбливали друг друга, они оба признавали, что боевые способности друг друга были нешуточными. Йона тоже хотела помочь. Поэтому Хюн показал ей, как целиться и стрелять, и ей удалось отбить бандита, который пытался напасть на Хака сзади. Она попала в цель и поняла, что следовать инструкциям Юна довольно легко, но когда Юн попытался выстрелить сам, у него ничего не получилось, что доказывало, что он только теоретик, а не практик. В конце концов, они справились со всеми бандитами. Но драконья рука Каи, похоже, потратила слишком много энергии, а Хак потерял сознание из-за вновь открывшейся раны. Кая не мог поверить, что Хак сражался с такой раной. Затем он понес Хака. Хотя драконья рука давала ему силу в 10 раз больше, чем обычному человеку, но только драконья рука была сильной. Его левая рука была все такой же слабой, как у любого другого. Кая также понял, что Яна сама была довольно сильной. Она не испугалась бандитов и даже хотела защитить Ха. Она сказала, что нет ничего страшнее той ночи, которую она однажды пережила. Кая понял, что действительно хочет следовать за этой сильной принцессой. В ту ночь Кая был удивлен, что группа ела только дикие овощи. У Ионы не было права жаловаться. Ведь Юнь готовил лучше, чем химические. К тому времени Хак уже пришел в себя, и Йона хотел сам его покормить, но Кая вызвался сделать это вместо него. Джон спросил Каю о местонахождении следующего дракона, Синего. По словам Каи, клан Синих Драконов когда-то жил среди племени Земли. Но однажды они внезапно исчезли. Хотя они и пропали, Кая все еще чувствовал, где находится Синий Дракон, поэтому он был уверен, что Синий Дракон все еще жив. Юнь смог примерно определить местоположение Синего Дракона, поэтому они решили на следующий день отправиться в ближайшие деревни и все разузнать. Кая был шокирован тем, что они будут ночевать в лесу. На следующее утро Кая выглядел измученным из-за недосыпа, но Юнь хотел, чтобы все собрались силами, потому что они могли наткнуться на племя огня, и им нужно было не привлекать к себе внимания. Однако у одного из них были ярко-рыжие волосы, другой был бывшим генералом, а у третьего была драконья рука, так что не привлекать внимание было настоящим испытанием. Юна придумал другой план. Они подошли к деревням, чтобы Коя мог почувствовать Синего Дракона, и если он ничего не почувствует, они сразу уйдут, вместо того, чтобы тратить время на поиски. Благодаря хорошей памяти Хака о местах, он указал несколько военных лагерей. Так что Синего Дракона там, скорее всего, не будет, что сократит количество мест, где им нужно искать. Но даже после целого дня поисков они так и не нашли Синего Дракона. Кая все время указывал в одном направлении, где, по его ощущениям, был Синий Дракон. Это заставило группу задуматься, не мог ли Синий Дракон пересечь границу. Позже, увидев, что она выглядит уставшей, Юн дал ей выпить, чтобы снять усталость. В ту ночь Кая чувствовала себя совершенно бесполезной, думая, что он вообще ничем не смог помочь принцессе и только пустил их по ложному следу, истощив их силы. Он хотел бы помочь Синему Дракону почувствовать его и прийти самому. Но звук, издаваемый Йоной, упражняющимся ночью в стрельбе из лука, разбудил Каю. Хак остановил Каю и объяснил, что несмотря на то, что они были у принцессы, чтобы защитить ее, она все равно тренировалась самостоятельно, чтобы не оказаться беспомощной, если что-то случится. На следующее утро Яна спросил Каю, хорошо ли он спал, зная, что он не привык спать на открытом воздухе вот так. Кая постепенно поняла, что Яна начинает ему нравиться, и она видит в нем незаменимого человека. В этот момент Хён обнаружил, что Синий Дракон, скорее всего, прячется в глухом месте на карте, которое, вероятно, было выбрано недалеко от границы, чтобы никто не смог их найти. Группа наконец-то добралась до скрытой деревни недалеко от границы Империи. По прибытии жители деревни вышли посмотреть на их лица. Кая подтвердила, что Синий Дракон был в этой деревне, но люди здесь не принадлежали к клану Синего Дракона. Это просто бедное, неизвестное племя. И она не хотела давить на жителей деревни.
Поэтому она просто спросила, могут ли они остаться на одну ночь, чтобы дать Хэку оправиться от ран. Старейшина деревни согласился позволить им остаться и предупредил, что это место похоже на лабиринт, поэтому им не следует бродить по нему без проводника, чтобы не заблудиться. Когда Йона спросила, почему жители деревни носят маски, старейшина объяснил, что это традиция для тех, кто еще не женат. Затем группу отвели в их покой. Но Юн решил, что пойдет исследовать окрестности в поисках синего дракона. Затем вся группа исследовала деревню, но ничего не нашла. Юн вдруг почувствовал, что за ним кто-то наблюдает, и забеспокоился, что их обнаружили жители деревни. Он решил, что группе нужно вернуться. Но по пути назад Яна неожиданно обнаружила потайной туннель и вошла в него, не предупредив остальных. Она пошла дальше вглубь и увидела белку. Она погналась за ней и не заметила, что отстала от группы. Внезапно погас свет, и она столкнулась с мужчиной. Он пообещал вывести ее отсюда, но через некоторое время Яна забеспокоилась и попыталась убежать. Внезапно появился человек в маске и спас ее. Она поняла, что этот человек был хозяином белки. В это время группа Хака искала Йону, и ее вернули им. Но Кая узнала, что тот, кто привел ее обратно, был синим драконом. Этот человек внезапно убежал, ничего не объяснив. Много лет назад, когда родился синий дракон, жители деревни надели на ребенка маску, потому что сила синего дракона была в его глазах. Жители деревни не почитали синего дракона, а относились к нему как к проклятию. С самого детства нынешний синий дракон жил с предыдущим синим драконом, и оба они были отвергнуты всей деревней. Предыдущий синий дракон тоже не заботился о нынешнем. Для него сила, которая парализовала любого, кто встречался с ним взглядом, была нечем иным, как проклятием. И это проклятие становилось еще страшнее, когда жители деревни преувеличивали его, заставляя всех бояться даже приближаться к нему. И даже если умирал синий дракон, в этой же деревне рождался новый. Нынешний синий дракон заметил, что его собственные глаза становятся сильнее, и он может видеть дальше. В то время как зрение предыдущего синего дракона постепенно ухудшалось, они вдвоем часто защищали деревню от нападений извне. И предыдущий синий дракон хотел, чтобы его преемник научился у него фехтованию, чтобы он мог защитить себя в будущем. Несмотря на грубость и жесткость, предыдущий синий дракон на самом деле хотел, чтобы его преемник жил достойной жизнью и не страдал. Поэтому он сказал нынешнему синему дракону не использовать свою силу. Это был обоюдоострый меч, поэтому он научил его пользоваться мечом, а не полагаться на свои способности. Но после нескольких сражений предыдущий синий дракон полностью потерял зрение. Однако он был рад, что наконец-то освободился от проклятия и может умереть как обычный человек. Нынешний синий дракон добавил колокольчики к своей маске, чтобы предыдущий, хоть и слепой, мог найти его по звуку. Но вскоре после этого его предшественник скончался, и на деревню напала большая группа врагов. Нынешний синий дракон, хоть и помнил об этом предупреждении, все равно решил защитить деревню и использовал свою силу, чтобы победить всех врагов. Хотя он старался держаться от них на расстоянии, Джона все равно понял, что синий дракон был добрым человеком. В этот момент сам синий дракон был очень взволнован, потому что, когда он услышал имя Бийона, драконья кровь внутри него отреагировала так же, как и на Каю. Но он не знал, что это значит и кому принадлежит голос в его голове. Кровь закипела, и он не понимал, почему сразу узнал, что Кая белый дракон. Синий дракон скрывался, потому что не хотел, чтобы кто-то узнал о его силе, ведь он считал, что это принесет боль другим. А Кая была в ярости, что эта деревня посмела забрать Йону. Юн подозревал, что деревня Белого Дракона была аномалией, и что Синий Дракон и местные жители считали их захватчиками. Яна хотела снова встретиться с Синим Драконом, поэтому решила еще раз спуститься в туннель. Кая и Юн тоже собирались пойти с ней, но Хак хотел, чтобы она осталась. Йоне удалось убедить Хака и пообещать, что она вернется целой и невредимой, иначе он будет следовать за ней повсюду и раздражать ее. Затем он попросил Каю позаботиться о безопасности Ионы и остался присматривать за жителями деревни. Он заметил, что они все еще наблюдают за ними, и остался, чтобы напугать их, чтобы они не сделали ничего плохого. Когда они добрались до тайного прохода,
Кая почувствовал, что за ними кто-то следит, поэтому он велел Йоне и Юну идти вперед. Затем он подошел к жителям деревни и спросил, что они собираются делать. Они ответили, что не позволят никому, кто пойдет по этой дороге, вернуться. Но Кая заявил, что готов сражаться, если они хотят навредить Йоне. Тем временем Юна и Йону уже заметил синий дракон. Вскоре они подошли к нему, и Йона захотел узнать его имя. Но у него не было имени, и он даже приставил меч к их груди, угрожая им. Однако белка синего дракона нежно прижалась к Джонаху, и синий дракон вдруг почувствовал сильное желание познакомиться с ней, хотя и не знал, кто она. Когда она попросила его о помощи, он сказал, что любой, кто хочет получить эту силу, его враг, но она просто хотела познакомиться с ним и подружиться. Тем не менее, синий дракон считал, что эту силу нельзя выпускать в мир, и прогнал Йону. Она не могла заставить его. Поэтому им с Юном ничего не оставалось, кроме как уйти. Хотя синий дракон давно хотел завести друга, он также давно заставил себя отказаться от этого желания. Яна смирилась с тем, что ей придется уйти, но все равно была расстроена из-за ситуации с синим драконом. Позже она увидела, что Коя преграждает путь жителям деревни, которые хотели напасть на Йону, потому что она узнала о проклятии. Когда она спросила, почему они считают синего дракона проклятием, они не ответили. Поэтому Кая была вынуждена действовать. В этот момент вся пещера затряслась и начала рушиться. Кая заслонила собой Яну, а Хак, поняв, что происходит, бросился искать ее. Но путь был завален камнями, и Хак не мог пробраться дальше внутрь. Он отчаянно пытался расчистить завал и мог только молиться, чтобы король больше никогда не приводил сюда свою дочь. В этот момент Йона очнулся и увидел, что жители деревни все еще заперты там вместе с ними. Джун беспокоился, что если они ничего не сделают, то у них закончится воздух. Кая вытянул когти, чтобы попытаться расчистить путь к выходу. Но жители деревни испугались, увидев, что драконов стало еще больше. Йона хотел знать, почему они считают силу драконов проклятием, и они объяснили, что в этой деревне всегда будет ребенок с меткой синего дракона. Даже если этот ребенок умрет, родится другой. Этот факт пугал жителей деревни, которые боялись, что их собственный ребенок однажды может стать этим проклятием. Они боялись этой силы, они желали ее, потому что синий дракон показал, что даже будучи ребенком, он мог убить множество солдат, используя эту силу. Поэтому они изолировали синего дракона в деревне, чтобы он не смог использовать эту силу для разрушения мира. Затем появился синий дракон, и жители деревни испугались, что он их накажет. Но он ничего не сделал, а только снял маску. Джона увидел, что у него очень доброе лицо, но жители деревни верили, что если посмотрят в глаза синему дракону, то превратятся в камень, поэтому ему пришлось надеть маску обратно. Затем он взял топор и пошел вперед, не для того, чтобы напасть, а чтобы найти способ пробиться сквозь камни и сбежать. Он сказал Кайо, что та сторона, над которой он работает, быстрее соединится с внешней стеной. Поэтому Кая помог ему. Йона тоже присоединился к ним. Иона спросила жителей деревни, хотят ли они жить и выбраться отсюда. Копая с другой стороны, она наткнулась на жителей деревни, которые пришли спасти своего сына, застрявшего на другой стороне дороги, но Иона велела им придумать объяснение для нее. После нескольких часов работы Иона устала, и синий дракон, по совету Каи, отнес ее отдохнуть. Иона продолжала удивляться, насколько добрым был синий дракон. И позже рассказала ему свою историю о том, как ей пришлось столкнуться со многими трудностями после 15 лет, проведенных во дворце. Она считала, что все, через что ей пришлось пройти, было доказательством того, что она жива. Затем она решила вернуться к работе. И синий дракон начал понимать, что, возможно, он сможет освободиться, если останется с Ионой. Они продолжили копать, и в конце концов Хак пробился сквозь стену с другой стороны. Как только он снова увидел Иону, он бросился обнимать ее и надеялся, что с ней больше никогда ничего подобного не случится. Когда они вышли из пещеры, Иона снова пригласила синего дракона пойти с ней. Теперь, понимая, что это означает свободу, о которой он всегда мечтал, синий дракон решил пойти с Ионой и отправился в путь вместе с остальными. Но вдруг колокольчик на его маске упал, и синий дракон решил оставить его, словно сбросив все, что произошло в той деревне, чтобы начать новую жизнь. Хотя он присоединился к группе Ионы, синие драконы все еще держались на расстоянии. Кая больше не чувствовал направления, в котором двигались два оставшихся дракона, и к тому же был истощен после использования своей силы прошлой ночью. Хён спросил синего дракона, чувствует ли он то же, что и Кая, но синий дракон не смог ответить. Кая решил, что синий дракон просто неопытен, и предложил научить его.
Но синий дракон внезапно убежал. На самом деле он просто пошел к ближайшему ручью наловить рыбы для Каи, чтобы тот быстрее поправился. Но после этого он замерз. Поэтому они решили развести костер, чтобы согреться и приготовить еду. Когда Юн закончил готовить, они дали попробовать еду синему дракону. И он всех удивил, открыв рот, чтобы поблагодарить Яну. Больше всего их поразило то, что синий дракон называл Яну по имени, в то время как все остальные обращались к ней принцесса. В тот момент они все согласились, что синему дракону нужно имя. Той ночью Яна спросила Джуна, как его назвать. Но Джун сказал, что раз она освободила синего дракона из его одинокой клетки, то она и должна дать ему имя, тем более, что было очевидно, что синий дракон уважает ее. И она не испугалась, даже когда он направил на нее меч. Юн признался, что раньше смотрел на Яну с презрением. Он всегда ненавидел аристократов и королевскую семью, но теперь хотел называть ее по имени, а не принцесса, как раньше. Позже Яна пошла к ручью за водой и встретила Хака. Она сказала ему, чтобы он продолжал называть ее принцесса, потому что хотела, чтобы он был единственным, кто помнил, что когда-то она была принцессой и дочерью короля. Хак согласился и рассказал ей, о чем думал, когда копал землю, чтобы спасти ее. Затем Яна попросила Хака придумать имя для синего дракона. Хак почувствовал, что синий дракон был тесно связан с ночью, и когда они увидели его в лунном свете, Яна решила назвать его Шин. Синий дракон принял это имя, и, похоже, ему понравилось. Шин потом прошептал своему предшественнику, что после стольких лет у него наконец-то появилось имя, и он будет дорожить им несмотря ни на что. На следующее утро Йона проснулась и спросила Кою, как он себя чувствует. Кая сказал, что теперь может чувствовать, где находится зеленый дракон. Затем группа продолжила свой путь в том направлении, которое указал Кая. Поскольку их цель была совсем недалеко от столицы, дальновидность Шина оказалась очень кстати. Благодаря его способности видеть дорогу впереди, они могли безопасно выбирать свой путь, не боясь быть обнаруженными врагами. Кая, похоже, тоже был рад новому другу, Шину. По пути они проходили через заброшенную деревню, где жили только голодающие люди. Это было место, пораженное голодом, где не было питьевой воды. Большинство мужчин из деревни были отправлены в столицу на военную службу, поэтому деревня была фактически заброшена. Распространялись болезни, и те, кто был слишком слаб, чтобы уехать, умирали от голода. Это место было похоже на то, где когда-то жил Юн. Вождь огненного племени сосредоточился только на укреплении армии, не заботясь о жизни людей. Позже эта группа помогла мужчине на дороге, который сказал, что предыдущий король был ужасным правителем, который не смог управлять страной, что привело к разрозненности племен и страданиям людей. Он надеялся, что новый король будет лучше. Когда группа двинулась дальше, Яна извинилась и пошла в уборную, сказав, что ей нужно побыть одной. Юн тоже признался, что никогда не уважал предыдущего короля, и что весь мир запомнит его как глупого правителя, который наивно мечтал о мире без оружия и конфликтов. Но Пак все равно уважал его. Теперь у Ионы не осталось ничего, кроме гордости за то, что она дочь этого короля. Она сидела и плакала, но белка Шина подошла к ней и утешила. Той ночью она снова проснулась, чтобы потренироваться в стрельбе из лука. Она решила стать сильнее, чтобы не потерять тех, кого любит. Тем временем Сувон отправился в земли племени Земли. Вождь племени был расстроен, потому что племя Земли в последнее время стало унылым. Из-за того, что к ним редко приезжали торговцы, а ресурсы истощались, он чувствовал, что стал слабее с тех пор, как отец Ионы взошел на трон и прекратил войны. Услышав, что Сувон пришел навестить его, он вышел поприветствовать его. Он все еще присматривал за Сувоном, потому что тот был сыном человека, которого вождь племени когда-то уважал как наставника. Сувон попросил разрешения зайти на чай. С ним был вождь племени Неба, и эти два вождя были известны тем, что были разными, как день и ночь. И вот, как только они увидели друг друга, они тут же приготовились к бою. Вождь племени Земли заметил, что Сувон все еще выглядит хрупким и не внушает доверия, в отличие от его отца, который был настоящим воином. Поэтому вождь племени Земли захотел проверить, насколько Сувон на самом деле хорош. Сувон попросил разрешения отправиться на экскурсию. Во время экскурсии вождь племени Земли был удивлен, узнав, что шахта снова обвалилась. Слуга вождя тоже спросил у Сувона, зачем он пришел, ведь он явно пришел не просто так. Но Сувон ответил, что он пришел просто посмотреть. Это заставило вождя племени Земли заговорить откровенно.
Он напомнил Сувану о его обещании возродить страну. Но, по его мнению, Сувон не выглядел достаточно надежным, чтобы выполнить это обещание. И если бы он когда-нибудь решил, что Сувон принесет только разрушение стране, он сам мог бы возглавить восстание. Конечно, Сувон это понимал и не стал упрекать его за это, потому что он поклялся выполнить свое обещание. Затем группа продолжила экскурсию. Сувану стало интересно, почему они поклоняются камню. Когда он спросил об этом, вождь сказал, что это просто вера, ничего особенного. Затем он извинился и сказал Сувану спросить у слуги, нужно ли ему что-нибудь. Слуга сказал Сувану, чтобы он не принимал слова вождя близко к сердцу, объяснив, что вождь просто был слишком подавлен и потерял цель в мирное время, а его разочарование было вызвано тем, что он не смог защитить страну. Сувон признался, что вождь племени Земли был уважаемым человеком, которым восхищались многие, и это натолкнуло Сувона на одну мысль. Вскоре после этого слуга прибежал и сообщил вождю, что скоро начнется битва. Вождь был в восторге и побежал к Сувону, но узнал, что это была всего лишь тренировка. А именно, мы хотели устроить праздник и пригласить людей поучаствовать. Вожди племен Земли и Неба были против этой идеи, утверждая, что Сувон игнорирует ситуацию в стране, чтобы устраивать праздники, и боялись, что все закончится еще хуже, чем при предыдущем короле. Вскоре после этого праздник состоялся, и вождь племени Земли обнаружил, что одежда, которую подарил ему Сувон, ему не нравится. Но ее выбрала его жена, поэтому ему пришлось ее надеть. Тогда он узнал, что его жена подружилась с Сувоном, когда тот сказал, что ему очень понравился чай, который она приготовила. Затем вождь увидел, как люди с нетерпением ждут его выступления, и задумался, действительно ли это событие имеет значение. Тогда Сувон объяснил правила. Он будет командовать отрядом, который сразится с отрядом вождя. Каждый участник будет носить на голове чашу, и за разбитую чашу будут начисляться очки в зависимости от социального статуса. Солдаты каждой стороны будут разделены на 3 класса – простолюдины, дворяне и король. Члены одного класса могли свободно сражаться друг с другом, но между классами были ограничения. Король мог разбить чашу дворянина, но не простолюдина. Дворяне могли бить простолюдинов, но не короля, а простолюдины могли нападать на короля, но не на дворян. Если у кого-то из игроков разбивалась чаша, он становился пленником. Но если товарищ по команде давал ему запасную чашу, он мог вернуться в игру. Команда, у которой закончились чаши, проигрывала. Вождь племени Земли не был уверен, что Сувон действительно сможет сражаться, хоть он и был другом знаменитого Хека. Поскольку никто не знал, насколько силен Сувон на самом деле, вождь племени Неба заметил, что вождь племени Земли слишком сосредоточен на сильных воинах и не замечает таких, как Сувон. Когда Сувон вышел на поле, вождь племени Земли увидел, что он действительно похож на хрупкую белку. Но Сувон смело вышел вперед, чтобы бросить ему вызов. Вождь принял вызов. Но вдруг Сувон развернулся и убежал, отправив своих солдат вперед. На самом деле, эти 5 солдат были членами племени Земли, которых насильно перевели в команду Сувона, чтобы уравнять силы. Они хотели, чтобы вождь племени Земли победил. Но это только навредило бы его чести. Поэтому они решили выполнить его приказ и сражаться изо всех сил. Тем временем вождь племени Земли не мог контратаковать. Поскольку они были простолюдинами, вмешался дворянин, чтобы помочь вождю, но его тут же сразил другой дворянин. Но когда вождь племени Земли столкнулся с дворянами, он мог свободно атаковать и начал сбивать их одного за другим. Пока он бродил по полю в поисках противников, Сувон был окружен простолюдинами из команды вождя. Затем вождь племени Земли столкнулся с вождем племени Неба, потому что тот был дворянином. У вождя племени Земли было преимущество, но вождь племени Неба все еще мог защищаться, пока его чаша не была разбита. В этот момент Сувану удалось увернуться от 5 преследовавших его простолюдинов, из-за чего они случайно разбили свои чаши. Затем он побежал спасать пленников, и вождь племени Земли бросился на него. Но Сувон отбил деревянный меч, который летел прямо в лицо вождя. В этот момент вождь понял, что Сувон не обычный человек, а просто скрывал свою истинную силу, притворяясь везунчиком. Сувон успешно спас пленников, но это принесло как пользу, так и вред. Польза была в том, что теперь у него было больше солдат, а вред в том, что противники могли получить больше очков, разбив свои чаши. Сувон снова был в бегах, и вождь все еще не был уверен, что Сувон действительно так хорош. Но вскоре налетел порыв ветра, поднявший пыль и дым, которые разделили строй вождя.
Он спросил у членов своего племени, которые присоединились к команде Сувона, кто научил их такой тактике. И они ответили, что это была стратегия Сувона, включая предсказание ветра. Наконец, вождь понял, что недооценил Сувона. Теперь он понял, что Сувон намеренно привел свои войска к поражению, а также выбрал самых послушных людей из своего племени в качестве солдат. Войска племени Земли были побеждены, и вождь остался один. Он увидел, что белка, которую он заметил раньше, теперь выглядела как ястреб, высматривающий добычу. Затем Сувон предложил ему шанс возродить свои войска и продолжить битву, чтобы сохранить свою честь. Но вождь отказался, сказав, что если бы это было настоящее поле боя, то ни один солдат не выжил бы, и даже если бы он сражался один против 1000 врагов, он все равно бы сражался. Затем он сразился с Сувоном, но тот дрался так яростно, что вождь споткнулся, и Сувон смог разбить чашу о его голову, что позволило вождю переломить ход сражения. Через несколько дней вождь все еще не знал, зачем пришел Сувон. Но его жена вдруг сказала, что чай, который она заварила, купили торговцы и представили его в крупных странах, а значит, урожая с их полей уже не хватит, чтобы удовлетворить спрос. Однако Сувон сказал, что чем реже встречается что-то, тем оно ценнее, поэтому нужно сохранить это как местную особенность. Старик на шахте тоже сказал, что шахту нужно расширять, но рабочих для добычи не хватает. Камни, которые раньше считались бесполезными, в руках мастеров превратились в украшения, которые вождь носил на празднике. Увидев, что проблемы в регионе решены, мы решили уйти. К тому времени, когда вождь понял, что мы сделали, мы уже ушли. Целью Сувона было завербовать племя Земли, потому что у них был сильный боевой дух. И если бы началась война, их военная мощь была бы решающей. Теперь вождь понял, что не ошибся в Сувоне, и решил довериться ему, считая, что у Сувона больше потенциала, чем у его отца. Тем временем группа Ионы добралась до портового города, где, как считал Юн, прятался дракон Руу. Ха уже бывал там раньше, когда Кая была измотана, а группа в целом привлекала слишком много внимания. Поэтому Ха решил отправиться в город один. Когда Яна предложила пойти с ним, Ха остановил ее, потому что заметил, что она в последнее время плохо спит, и хотел, чтобы она осталась и отдохнула. Он отдал свое оружие Юну на хранение и вошел в город один. Оказавшись там, Ха увидел, что город стал еще более безжизненным, чем раньше. Несколько солдат неизвестного происхождения издевались над горожанами, и, возмутившись, Ха и зеленоволосый юноша вмешались. Затем они помогли девушке сбежать и дали отпор солдатам, прежде чем окончательно от них оторваться. Зеленоволосый юноша внезапно передал девушку Хаку и быстро ушел, видимо, по какому-то срочному делу. Затем он вернулся на корабль в порту и встретился с капитаном. Она знала, что он снова подрался с солдатами. Но он также почувствовал присутствие белого дракона и синего дракона неподалеку. Той ночью Ха вернулся, и группа решила отправиться в город на следующий день за покупками. Тем временем Шина и Кая уже поняли, что дракон Аою находится на корабле, стоящем на якоре в море. На следующий день Шина и Кая повели группу на поиски дракона Рю, а Хак внезапно решил пойти один, намеренно отделившись от остальных, так как не рассказал им о своей предыдущей стычке с солдатами и не хотел, чтобы у группы были неприятности. Юн тоже почувствовал, что что-то не так, потому что Ха всегда был рядом с Йоной как тень. Но когда Кай Яо привел группу к кораблю, где они почувствовали присутствие дракона Руу, оно внезапно исчезло. В этот момент дракон Руу воссоединился с Ха в городе. Дракон Руу объяснил, что за ним следят какие-то люди, и ему нужна помощь Хака. Он привел Хака в таверну, чтобы поговорить. Когда Хак спросил, почему портовый город стал таким безжизненным, дракон Арю объяснил, что все изменилось с тех пор, как к власти пришел некий лорд и начал эксплуатировать людей. Будучи свободолюбивым человеком, он решил дать отпор. Неожиданно появились Ян и Яна и увидели Хака. Они заставили его рассказать о ситуации. Но дракон Рю уже ушел. Он пытался объяснить все Йонне, когда почувствовал присутствие белого дракона и еще кого-то, что вызвало у него противоречивые чувства. Ему никогда не нравилось выполнять миссию по защите своего хозяина, и он не хотел быть связанным ею. Поэтому он все время пытался сбежать от нее.
Тем временем Ха должен был увести группу от солдат и снова встретил девушку, которую они с драконом Рю спасли накануне. Она привела их на свою работу, и Хак рассказал обо всем, что произошло, в том числе о том, что городом правит коррумпированный лорд, чьи солдаты используют свою власть, чтобы запугивать горожан. Они разрушали магазины, похищали красивых женщин и требовали непомерно высокие налоги с тех, кто хотел вести бизнес. Поэтому торговля в портовом городе почти прекратилась. Теперь Йона поняла, почему улыбки горожан казались такими фальшивыми. Когда Юн спросил о пиратах, девушка рассказала, что пираты никогда не причиняли вреда местным жителям, а только грабили корабли лорда. В ту ночь дракон Рю пробрался на один из кораблей лорда и обнаружил, что тот перевозил наркотики. Затем появилась вся команда корабля и напала на него. По слухам, особая способность дракона Рю заключалась в его ногах, которые позволяли ему высоко прыгать. Пиратский корабль одержал победу, и капитан приказал сжечь корабль лорда. Капитан запретил своей команде убивать людей, поэтому они всегда должны были иметь преимущество, если хотели, чтобы миссия увенчалась успехом. Позже капитан заметил, что дракон Рю необычно молчалив. Он признался, что все еще думает о том, как здорово было сражаться бок о бок с Ха прошлой ночью. Все знали о его способностях, но никто не ненавидел его за это. Он также очень дорожил людьми на этом корабле. 13 лет назад он покинул свою деревню в поисках свободы и оказался здесь. Сейчас капитан пытался набрать людей, чтобы начать полномасштабное нападение и свергнуть коррумпированного лорда. Ей нужна была вся возможная сила, потому что она не хотела, чтобы люди, которых она считала своими детьми, погибли. Она знала, что дракон Рю встретил Ха, и хотела, чтобы он вернул его. Дракон Рю знал, что ему придется найти способ убедить Ха, ведь тот сейчас служит кому-то. На следующий день дракон Рю вернулся в город, чтобы снова найти Ха. Пока Хак и его группа искали дракона Орю, они увидели, как солдаты нападают на горожан неподалеку, но не смогли вмешаться. Юн отвел группу в укромное место и объяснил, что солдаты сошли с ума, потому что пираты украли их груз прошлой ночью. Если бы они вмешались, то только привлекли бы еще больше внимания. Когда солдаты ушли, группа продолжила путь, но потом снова разделилась. Теперь Хак был в розыске в этом городе. Дракон Арю, увидев это, решил, что так ему будет легче завербовать Хака. Позже Хак снова встретил дракона Арю и узнал, что тот тоже в розыске. Как и Хак, они сожгли свои листовки с объявлением о розыске, и дракон Арю начал пытаться завербовать Хака. Но Хак подумал, что этот парень похож на извращенца, поэтому отказался и ударил его, чтобы прогнать. Но дракон Арю снова встал и набросился на него, заставив Хака убежать. Затем Хак вернулся к группе Ионы, а дракон Арю снова ускользнул. Несмотря на то, что у него уже был хозяин, дракон Арю все равно хотел переманить Хака на свою сторону. Позже он случайно упал и был замечен Кайой. Тем временем группа Ионы вернулась в магазин, который ранее был атакован солдатами, и обнаружила, что один из детей в семье был убит солдатами. Джун пошел проверить состояние ребенка, но было уже слишком поздно, чтобы спасти его. Йона сожалела, что не вмешалась раньше, чтобы предотвратить это. Затем она решила, что если в этом городе с тех пор, как умер ее отец, был хаос, то ее долг навести здесь порядок. В это время Кия уже знал историю Джихи. А сам Джиха в это время сидел в банке. Кия взял банку с собой. Но когда Джиха услышал, что ему предстоит встретиться с хозяином, которому он должен служить, он разбил банку и сбежал, заявив, что у него еще много дел, и он не собирается никому помогать или служить. Затем Джиха ушел и снова нашел Хака, представился и снова пригласил его присоединиться к нему, но тот отказался. Когда появилась Яна, Джиха вдруг опустился на колени, чувствуя, как внутри него закипает кровь. Он понял, что это тот самый хозяин, которого он должен избегать, но в то же время он не мог оставить ее и не мог пошевелиться. Яна почувствовала, что он действительно Ру-дракон, и вскоре пришла Кая, чтобы подтвердить это. Джиха понял, что нельзя недооценивать связь между 4 драконами и Алым Королем-драконом. Но Джиха прямо заявил, что не собирается становиться ее подчиненным, а Яна ответила, что не пытается его заставить, а лишь просит его о помощи. И если он откажется, она не будет настаивать.
Когда она узнала, что Джиха был пиратом, она попросила познакомить ее с его капитаном, чтобы они могли объединиться и выступить против местного лорда, так как она была в ярости из-за того, что произошло в этих землях. Поэтому Джиха сказал ей, что на следующий день она может пойти с Хаком на его корабль. В ту ночь после разговора с Йон, на следующее утро группа отправилась на встречу с капитаном Джихи. Но капитан захотела сначала проверить их способности, поэтому велела своей команде напасть на них. Хак и два дракона легко прошли испытание. Затем капитан спросил Джен, что он умеет делать. Хотя он не умел сражаться, он был способен на многое другое. Что касается Ионы, то она не могла с уверенностью сказать, что на что-то способна, но капитан увидел решимость в ее глазах и решил дать ей другое задание – собрать траву, которая называется «Небесное благословение». Все удивились, услышав это, ведь если это было трудно для них, то для принцессы это было еще сложнее. Но таков был приказ капитана. Трава «Небесное благословение» была редким лекарственным растением, которое росло только на мысе Облачного края. Она обладала способностью быстро заживлять раны и болезни и была бы очень полезна в предстоящей битве. Йона без колебаний согласилась. Капитан не сказал только одного. Трава росла только на отвесной скале, и Йоне пришлось бы идти туда одной, без помощи воинов-драконов или Хака. Но Йона все равно твердо согласилась. Джиха пошел вперед, показывая ей дорогу. Он объяснил, что если она пойдет вниз по тропинке, то найдет пещеру, которая как раз подойдет ей по размеру, и там растет трава. Собравшись с духом, Йона начала спускаться. Цепляясь за скалу, она медленно спускалась вниз. Порыв сильного ветра испугал ее, и она замерла от страха. Шин-А и Джиха были позади нее, пытаясь успокоить. Честно говоря, даже Джиха не был уверен, что сможет собрать эту траву, не говоря уже о девушке. Но дрожащая принцесса перед ним была совсем не похожа на ту, что когда-то заставила его встать на колени. Он начал сомневаться, действительно ли Йона была хозяйкой 4 драконов. Джиха крикнул, чтобы она возвращалась. Никто не заставлял ее, но она была полна решимости не возвращаться. Если бы она вернулась сейчас, это было бы унизительно перед всеми. Она продолжала идти, еле переставляя дрожащие ноги. Она сказала, что это задание было для нее благословением. Потому что если бы в предстоящей битве люди, которые ей дороги, были бы серьезно ранены, то то, что она принесет, могло бы им помочь. Поэтому она должна была это сделать, несмотря ни на что. Но она очень боялась не только опасности, которая ей грозила, но и того, что может потерять любимых людей. Хотя капитан приказал ей идти одной, Джиха тихо следовал за ней на случай, если что-то пойдет не так. Он не помогал, а просто шел следом. В какой-то момент Джиха не смог идти дальше, потому что путь стал слишком узким, и теперь Йоне действительно пришлось идти одной. Она пыталась успокоиться и, наконец, нашла траву небесного благословения. Она позвала Джиху, чтобы сообщить ему об этом. Но внезапно нахлынула огромная волна и унесла ее. Джиха бросился за ней, и, к счастью, Яна все еще цеплялась за лиану. Джиха пытался спасти ее, но она отказалась от его помощи, боясь нарушить обещание, данное капитану. Нахлынула еще одна волна, и Джихе ничего не оставалось, как спасти Яну. Они были единственными, кто знал об этом, так что это не имело значения. К тому же Джиха считал, что если молодой женщине грозит опасность, он должен помочь ей. Пока остальные, беспокоясь за Йону, пришли на утес, чтобы ее найти. Увидев высоту, Кая очень разволновалась. Они хотели спуститься и спасти ее, но капитан остановил их, сказав, что принцесса использовала траву небесного благословения, чтобы завоевать ее доверие. И если бы они спустились сейчас, чтобы спасти ее, это бы помешало ее решимости. Однако Син-А уже заметила, что Йона возвращается. Йона обрадовалась, увидев, что Йона в безопасности. Она отдала траву небесного благословения капитану и призналась, что не справилась с испытанием, потому что ее спас Джиха, и она хотела попробовать снова. Капитан был очень доволен честностью Ионы. Если бы Джиха не спас Йону, она бы сама сбросила его в море. Капитан разрешил Йоне пройти испытание. Хак вздохнул с облегчением, что она в безопасности. Джиха спросил Хака, так ли утомительно заботиться о Йоне, что он всегда выглядит таким измученным. Хак ответил утвердительно. А Джиха добавил, что сам он постарел еще на год, заботясь о Йоне. Однако Джиха часто беспокоился о женщинах, но Йона была особенной, чистой и упрямой, и кто-то уже все бросил ради ее защиты. Джиха спросил Хака, как далеко зашли их отношения с Йоной. Но Хак просто ответил, что он просто защищает кое-кого важного.
Джиха заметил, что, несмотря на то, что они были близки, между ними все еще была дистанция, и казалось, что Хак не хочет держаться за Яну. В тот вечер Хак задумался над словами Джихи. Он видел в Йоне младшую сестру, защищающую землю, которой когда-то правила принцесса Сувон. Всю свою жизнь он был верен этой клятве. Теперь, когда перед ним стояла принцесса, которая каждый день боролась за выживание, Хак просто выполнял свой долг перед королем, защищая ее, и ничего больше не требовал. Хак пришел проверить, как заживают раны Ионы после сбора трав, и обработал их медом. Нанося мед, Хак снова вспомнил слова Джихи. Он подавил свои желания, чтобы не зайти слишком далеко. Он задумался и пролил мед. Недолго думая, он лизнул руку Ионы, принцесса вздрогнула и убежала. Казалось, что глубоко внутри желания все еще оставалось. Той ночью Яна поговорила с капитаном. Она распустит пиратскую команду после окончания битвы. Она не хотела терять близких и хотела жить спокойно. Она также попросила Йону забрать Джиху с собой, когда все закончится. В этот момент Шин заметил, что в гавани собралось много кораблей, всего 7. Все были вооружены. Капитан собрал всех, чтобы обсудить план. Она догадалась, что враг собрал такую силу из-за крупной сделки. На этот раз клиентом была империя Кай, и они продавали людей, в основном женщин и детей. Мало того, на этот раз они хотели полностью уничтожить пиратскую команду. Капитан выбрал место для внезапной атаки. Проблема была в том, когда нанести удары, на каком корабле находятся женщины и дети. Враг наверняка использует их как заложников. Капитану нужна была дополнительная информация, чтобы разработать точный план. Они должны были раз и навсегда уничтожить поддонков, которые причинили столько боли. На следующий день все начали готовиться. Джона все еще не мог ничем помочь. Она ходила и спрашивала других, но все были заняты своими делами. Тогда зеленый дракон предложил ей осмотреть город. Он подхватил ее и взмыл в небо. Во время полета Яна заметила местного лорда. Когда люди видели его карету, они прятались по домам. Сверху Яна увидела переодетую девушку. Когда она подошла, чтобы спросить, то узнала, что девушка прячется от лорда. Несколько дней назад она услышала, что есть легкая работа с высокой оплатой. Поэтому они с подругой пошли в одну лавку. Ее подругу, которая была красивее, пригласили в отдельную комнату. Она немного подождала, но потом забеспокоилась и испугалась. Когда она заглянула внутрь, ее подругу уже увели, и она не вернулась. Позже она узнала, что лавка принадлежит лорду. Испугавшись, что за ней придут стражники, она переоделась. Яна успокоила девушку, сказав, что ее подругу просто похитили, и ей не о чем беспокоиться. Вернувшись с собранной информацией, так как он узнал, где собирают людей для торговли, Джихад осмотрел лавку, о которой говорила девушка. По словам одного из работников, лавка будет набирать людей только послезавтра днем. Это была их возможность нанести удар, если там будут хорошие товары. Лорд будет ждать до последнего. Короче говоря, сделка должна была состояться в этот день. Теперь им нужно было найти способ спасти жертв. Йона вызвалась сделать это. Она проникнет на корабль и подаст сигнал всем остальным. Хак и остальные не согласились с ее планом, сказав, что если ее раскроют, то убьют. Но у нее не было времени обыскивать каждый корабль, а их приоритетом было спасение людей, а не победа над лордом. Йона убедила всех, и капитан согласился позволить ей осуществить план. Но чтобы увеличить шансы на успех, капитан настоял на том, чтобы с ней отправился еще один человек для поддержки. Ха и Кая вызвались добровольцами, но торговцы брали только привлекательных молодых женщин. Хак, Кая и даже Джиха снова вызвались, что вызвало у капитана головную боль. Поэтому она посмотрела на Юна. Учитывая его острый нюх и знание взрывчатых веществ, он идеально подходил для этого дела, и Юн был уверен, что в женском обличье он выглядит достаточно привлекательно. После того, как план был составлен, они должны были осуществить его на следующий день. В тот вечер Яна поговорила с капитаном, который напомнил ей, что нужно быть осторожной, когда она поднимется на борт корабля. Ее будут считать дочерью капитана, и она не позволит никому погибнуть. У Ионы давно не было воспоминаний о собственной матери, но во время разговора с капитаном эта женщина вызвала у нее чувство, которое она могла описать только как материнское. Прогуливаясь, Яна столкнулась с Хаком. Когда она проходила мимо него, он остановил ее. Он все еще не мог смириться с тем, что принцесса отправляется навстречу опасности. Он просто хотел связать ее и никуда не пускать.
Раньше Яна верила, что земля, которой правил ее отец, была мирным и процветающим местом. Но во время этого путешествия она увидела, что многие регионы все еще страдают под его правлением. Яна не знала, правильно ли поступал ее отец, но понимала, что события, происходящие здесь, были отчасти и ее виной. Поэтому она должна была бороться, поэтому она попросила разрешения уйти. Хак мог только наблюдать, как Йона постепенно исчезает во тьме. Ее решительный взгляд удивил его и заставил желать ей успеха. На следующий день Яна и Юн переоделись. Кая и Белкашин тоже нарядились, чтобы последовать за ними. Увидев, что Хэн нервничает, Хак подошел к нему, чтобы успокоить. Затем они вдвоем отправились в магазин, где торговали людьми, их пригласили в комнату, а потом они провалились в люк. Все ждали вестей от Ионы и Юна. После падения в яму Яне завязали глаза и отвели в секретное место. Их обоих отвели в комнату, где были другие девушки. Яна подвернула ногу во время падения. Через некоторое время пришел лорд, чтобы осмотреть их. Он подошел к Йоне, заметив, что она выделяется среди остальных, и решил оставить ее себе. Юн вышел вперед, чтобы попросить ее вместо себя, но лорд посмотрел на него и ударил. Когда его люди попытались остановить его, он ударил и их тоже. Лорд издевался над Юном, чтобы другие девушки не пытались сбежать. Пока он наслаждался своей жестокостью, он вдруг почувствовал жжение в руке. Это был взгляд Джона. Присмотревшись, он понял, что уже видел ее раньше. К счастью, он не узнал ее, так как слышал, что она была убита во время восстания Сувона. Но он сказал, что запомнит эти глаза. Затем ушел. Юн поклялся, что вернет этот долг. Некоторые девушки пытались сбежать, но одна из них, которая пробыла здесь уже 2 недели, остановила их, сказав, что это невозможно. Ее слова только усилили отчаяние остальных, но Яна была другой. В этом темном месте она ярко сияла, пробуждая в них желание жить. Той ночью была совершена сделка. Йоне и Юну завязали глаза и увели. Тем временем Хак был очень обеспокоен, но ему хотя бы повезло больше, чем белой ящерице. По правде говоря, он тоже очень переживал за Йону и Юна, хотя они этого не показывали. Джиха пытался вести себя как обычно, но остальные ополчились против него. Затем Шин заметил, что несколько кораблей начали движение. Капитан собрал всех, чтобы подготовиться к отплытию. Юн позвал белку Шин-А, чтобы она помогла ему развязать веревки. Освободившись, он и она дождались, пока охранник спустится, и вырубили его. Яна сказала, что спасет всех, но на самом деле она боялась больше, чем когда-либо. Собравшись с духом, Яна снова объяснила свой план девушкам. Хотя ее нога все еще сильно болела, она продолжала идти вперед. Увидев смелость принцессы, старшая девушка решила пойти с ней и помочь. Все остальные девушки согласились. Старшую девушку звали Юри. Снаружи группа Хака сражалась с белым драконом, выкрикивая имя Ионы. Синий дракон все еще не видел сигнала Ионы, а врагов становилось все больше, но по приказу капитана им не разрешалось убивать. Зеленому дракону приходилось прыгать между кораблями, чтобы помогать команде. Что касается Юна, он заманил к себе 2 охранников, чтобы Яна и Юри смогли столкнуть их с ящиков. Но тут лодку качнуло волной, и одному из охранников удалось сбежать, захватив Юри в заложники. Юн разрывался между желанием использовать фейерверки, чтобы спасти ее, и желанием подать сигнал, потому что их было очень мало. Если бы это был прежний Юн, он бы предпочел сбежать. Но после встречи с этим дураком Юн изменился. Он снял маску и объявил, что он пират. Оставшийся охранник встал и напал на Юна, позволив охраннику его немного побить. Затем Юн признался, что заложил взрывчатку на корабле, и только он знал, где она находится. Не имея другого выбора, охранники потащили Юна искать мины, предупредив, что если их не найдут, то убьют его в назидание остальным. Как только один из них вышел, Йона вскочила, схватила сумку с луком и выбежала наружу. Когда оставшийся охранник попытался ее догнать, Юрий ударил его по голове. Юна разоблачили, и его собирались казнить. Но тут появилась Йона, и враги посмеялись над тем, что такая слабая девушка, как она, ничего не сможет сделать. Но они ошиблись. Ее глаза были как второе солнце. Они прожигали их насквозь и заставляли дрожать. Воспользовавшись моментом, Йона бросилась вперед, выхватила у Йона фейерверки и запустила их в небо. Синий дракон увидел сигнал. Хотя теперь они знали, где находится корабль, Хак был слишком далеко, чтобы помочь. Единственным, кто мог это сделать, был зеленый дракон. Как только враги собрались убить Яну, зеленый дракон бросился на них и несколькими быстрыми движениями сбил их с ног.
Йона и Юн вздохнули с облегчением, что их план удался. В этот момент подоспело подкрепление лорда, но синий дракон пришел на помощь зеленому дракону. Хак и белый дракон остались, чтобы продолжать поддерживать остальных. Как только все было под контролем, их задачей стало захватить лорда. Хак и белый дракон продолжали уничтожать вражеские корабли один за другим. И несколько членов экипажа пришли на помощь зеленому дракону. Что касается лорда, то он получил информацию и решил лично вступить в бой, чтобы защитить империю, которую строил более 30 лет. Юн определил местонахождение лорда. Он был на корабле, где находились зеленые и синие драконы. Учитывая необычно большое количество солдат на корабле, синий дракон первым вошел внутрь и чуть не попал в засаду, но сумел справиться с ситуацией. Когда он вошел на корабль, лорд уже сбежал, планируя вернуться в свою резиденцию, собрать силы и начать контратаку против группы Ионы. Пока он злорадствовал, синий дракон обнаружил его местонахождение. Зеленый дракон тут же бросился к цели. Лорд натянул лук и выстрелил, попав зеленому дракону в плечо. Сломив его крыло, лорд приготовился выстрелить еще раз, чтобы прикончить его. Но тут то же самое обжигающее чувство вернулось и наполнило его ужасом. Значит, он не ошибся тогда, та девушка с огненно-рыжими волосами из столицы. Она снова была здесь. В это мгновение девушка, чьи рыжие волосы отражали солнечный свет, принцесса Яна выстрелила прямо ему в сердце, положив конец грешной жизни лорда-коррупционера. Последняя битва была окончена. Все вернулись в порт, где спасенные жертвы воссоединились со своими семьями. Увидев, что Яна и Юн ранены, Хак и Белый дракон пришли в ярость и напали на оставшихся торговцев. Капитан объявил победу и велел всем устроить пир. Все радостно праздновали, а Яна бродила по городу. Неожиданно она встретила Сувона. Он был очень рад, что она жива. Он признался, что был потрясен известием о ее смерти, но был рад, что она жива. Яна же все еще не могла забыть, как Сувон убил ее отца. Неожиданно Сувон обнял ее. Оказалось, что его люди были неподалеку, и ему пришлось спрятать ее. Она хотела воспользоваться кинжалом, который был у Сувона, чтобы убить его, но он остановил ее. Отпустив своих солдат, Сувон сказал, что понимает, что она хочет его убить, но попросил прощения, сказав, что сейчас не время, потому что у него еще есть дела. Когда все закончится, она сможет делать все, что захочет. Сказав это, Сувон ушел. Хак искал Яну, когда услышал, что она плачет. Он подбежал, посмотрел на нее и сразу понял, что произошло. Когда Яна вернулась, она пыталась вести себя весело, чтобы скрыть свои истинные чувства, но все видели, что что-то не так. Даже во время еды она случайно пролила свой суп. Она даже переоделась прямо там, перед всеми. Хак вмешался, прежде чем она убежала переодеваться, и даже потребовал деньги у тех, кто видел принцессу. Зеленый дракон пришел к Хаку. Он заметил, что Хак обычно не носит с собой копье. Когда приходит в город, значит, что-то случилось. У Ионы все еще была шпилька, которую ей дали. Столько всего произошло с тех пор, как она покинула дворец. В тот день они с Хаком сидели на берегу и смотрели на море. Иона решила покинуть портовый город и спросила, не хочет ли он отправиться с ней. Конечно, он должен был следовать за принцессой как тень. Все вокруг подслушивали их разговор. Она решила, что они уедут на следующее утро. В тот вечер все снова устроили пир. Зеленый дракон сидел один на скале и играл на своем инструменте. Иона подошла к нему и похвалила его игру. Когда она попыталась сыграть сама, это было похоже на то, как если бы корова наступила на струну. Они немного посидели и поговорили. Позже Зеленый дракон пошел попрощаться со своими товарищами, с теми, кто сражался с ним бок о бок в бесчисленных битвах. Потому что сегодня вечером они все, скорее всего, начнут новую жизнь. После этого он пошел к капитану. Они вспомнили старые времена и поговорили о решении Зеленого дракона. Следовать за Ионой будет нелегко, но, может быть, такова судьба такого дракона, как он. И все же он не мог спокойно отпустить Яну, хотя у нее не было силы. Хотя она шла вперед, плача, он был поглощен ее сиянием. На следующий день они все вместе отправились в путь. Капитан и остальные дали Яне много советов и вручили ей небесную траву. Она обняла капитана, как мать прощаясь. Затем они ушли. Во время путешествия синий дракон заметил зеленого дракона, который тайно присоединился к группе и заставил его показаться. Так в их группе появился новый участник.
Благодаря охотничьим навыкам зеленого дракона их еда стала намного вкуснее. Теперь остался только один дракон, желтый, поэтому зеленый дракон вызвался его найти, но другие драконы заспорили, говоря, что это их миссия. Они начали ругаться. Хак и Юн ушли разделывать оленя, которого поймал зеленый дракон. И она сама разделала его, когда еще жила во дворце. Она никогда не думала, что ей придется убивать животных. Она считала, что это все равно, что закрывать глаза на их жизнь. Пока она молилась за животное, рядом с ней вдруг появился мужчина. Он согласился с ней, но сказал, что все существа равны, и однажды они все попадут в рай. Пока он говорил, у него заурчало в животе, и изо рта потекла слюна. Он извинился, сказав, что он просто прохожий, и ей не стоит обращать на него внимания. Увидев, что он явно голоден, Йона пригласила его остаться. Хак, Йона и Юн вместе пожарили мясо. Хаку было все равно, кто этот парень, а другие драконы, наверное, все еще спорили. Пока они ели, они говорили о желтом драконе. Согласно мифам, у него было мощное тело. Когда вернулись другие драконы, они были очень удивлены, что человек, который ел перед ними, был желтым драконом. Его звали Зенон. Он был странником, который любил путешествовать и веселиться. Все три дракона чувствовали, что он тот самый. Странно было только то, что желтый дракон не чувствовал жжения, когда встретил Йону. В отличие от других, никто не знал, был ли он сильным или просто глупым. Прежде чем Яна успела пригласить его, он уже согласился. Как уже говорилось, желтому дракону нравилось путешествовать и веселиться, поэтому пока у него было свободное время, он просто пошел с ними. Еще одной причиной было то, что еда Юна была очень вкусной. Белому дракону все еще было трудно в это поверить, и он попросил желтого дракона доказать свою силу. По его словам, его тело было невероятно крепким, но желтый дракон вырубил его одним ударом. Джун заметил, что кожа желтого дракона была более гладкой, чем у Ионы. Если бы Хак сказал, что он желтый дракон, люди бы ему поверили. Поняв, что его секрет раскрыт, Хак пошутил, что он и есть желтый дракон. Белый дракон ответил, что если бы Хак был настоящим драконом, то он был бы суперзлодеем темным драконом. Но, честно говоря, это тоже звучало круто. В любом случае, белый дракон был очень рад, что 4 дракона наконец-то собрались. Юн тоже выглядел счастливым, но простота происходящего затмила его чувства. В ту ночь желтый дракон пришел к Йоне и помог ей собрать дрова. Йона сказала ему, что даже если другие не верят, что он желтый дракон, она верит. Потому что для нее воздух вокруг него был другим, как теплый золотистый солнечный луч. Даже несмотря на то, что они только что встретились. Рядом с желтым драконом Йона чувствовала тепло и представилась ему, сказав, что для нее большая честь познакомиться с желтым драконом Зена. Позже Юн снова все подсчитал. Когда ночь окутает все вокруг, кровь драконов возродится вновь. Согласно древнему договору, в момент, когда соберутся 4 дракона, проснутся меч и щит, защищающие короля. И, наконец, на рассвете вернется алый дракон. Юн понял, куда им нужно двигаться дальше. Через несколько дней они вернулись и нашли Икасу. Как только они вошли в дом, там царил хаос, а священник лежал на полу с окровавленной головой. После допроса они узнали, что он устроил беспорядок, потому что был очень голоден. Йон тогда так сильно отругал меня. Я сразу понял, что Йон многое пережил. Йон спросил о божественном пророчестве. Я сказал, что им нужно еще немного времени, прежде чем появится меч и щит для защиты короля. Когда это произойдет, Йон наверняка будет знать, что делать. В этот момент желтый дракон наконец заговорил, и это была цель Йона — собрать 4 драконов. Короче говоря, после того, как Хак и Йон сбежали из королевского дворца, им нужна была сила 4 драконов, чтобы выжить. Но что будет потом? Будут ли они вечно убегать или свергнут Суана и вернут себе трон? Силой 4 драконов вернуть дворец будет проще, чем съесть пирожное, но Зена сказал, что не будет участвовать, потому что не способен ни с кем сражаться. В любом случае, желтый дракон считал, что Йон должен подумать об этом, прежде чем настанет момент, о котором говорил Икс. Все решили пока остаться там. В тот же день 3 воинов-драконов и Хак сели поговорить. Отомстить за отца и свергнуть Суана. Если Йон вернет себе трон, что он будет делать? Трудно было ожидать многого от 16-летней девочки. При упоминании Суана Хак ушел. Той ночью Икасу и Йон разговаривали у водопада. После всего, что ей пришлось пережить, ее отец хотел мира. Но королевство не было счастливым.
Чем больше она узнавала, тем слабее себя чувствовала. Но даже несмотря на это, в моменты отчаяния всегда находились люди, которые помогали ей. Она была слишком слаба, чтобы подняться, но люди протягивали ей руки и поддерживали. В этой стране все еще было много людей, которых она должна была защищать. Она не жалела, что убила этого коррумпированного лорда. Она все время спрашивала себя, остались ли в королевстве еще такие негодяи, как он. Вот почему. С этого момента она хотела совершать великие дела, чтобы спасти несчастных людей королевства Кука. Она извинилась перед отцом за то, что пошла против его воли и взяла в руки оружие. Прежде чем вернуться в королевский дворец, ей нужно было кое-что сделать. Она рассказала ее о встрече с Сувоном. Она ненавидела его, но не могла поднять меч, чтобы пронзить его. Ю сказал, что, как бы глупо это ни было, чувства, которые она испытывала, никогда не исчезнут. Поздно ночью, когда все уже спали, Яна все еще тренировалась под дождем. Хак нашел ее. Он беспокоился, что она может простудиться, и они укрылись в пещере. Джона знал, что он все еще злится из-за того, что она взяла меч. Он сказал, что злится не на нее, а беспокоится. Но Джона не хотел использовать ее как щит, она должна была стать сильнее. Раньше Джона просил Зеленого Дракона научить ее владеть мечом, но тот отказался. Зеленый Дракон, как и Хак, не хотел, чтобы она подвергалась опасности. Зеленый Дракон думал, что Хак не хочет, чтобы она брала в руки меч, потому что хочет, чтобы она была в безопасности и была счастливее, чем кто-либо другой. Он еще пошутил, что хотел бы связать Яну и спрятать, чтобы никто другой ее не увидел. Но прежде чем он успел добавить, что он собственник, Юн его перебила. Яна подумала, что Зеленый Дракон просто шутит. Но Хак сказал, что он хочет, чтобы все во дворце увидели ее силу. Однажды он скажет им: «Смотрите, это та самая девушка, которую вы выгнали из дворца, принцесса Яна, которая остригла волосы и взяла в руки меч. Та, которая жила, чтобы защищать эту землю, и стала сильнее всех». Вот что он скажет. Яна была очень счастлива и уснула рядом с Хаком. И он поцеловал принцессу в лоб. На этом аниме заканчивается. До свидания, спойлер. В манге Хак делает Янне предложение.